Чё-то у тебя, на удивление, хорошее настроение. Что за презренный червь? У тебя плохой вкус, Харука. Все хорошо. Кстати, а это что такое? Подарок для Маритани. Вкусняшки из того отеля. Надеюсь, они ей понравятся. Наконец-то полиция поймала подозреваемую в совершенных ранее нападениях. Неужели что-то случилось? Что такое? Маритани арестовали. Котаура-сан. Эпизод 10. Но тебя нет рядом. Комната для допросов. Может, ты расскажешь, что там случилось? А если будешь молчать, то дядя со страшным лицом, его зовут господин Яма, может разозлиться. Слушай, а ты случаем не голодна? Наверняка да. Ладно, проси все, что хочешь. Моритани! А это еще что? Уверена, что она где-то тут? Да, без сомнения. Я слышу ее мысли, идущие с этой стороны. Вот как? Ну тогда... Ты меня слышишь, Моритани? Это я, Манабе. А еще со мной Котаура. Если слышишь, отвечай. Манабе? Котаура? Манабе! Котаура! Я ни в чем не виновата. Вы не правы. Я не... Ребятки, вы чего тут раскричались? Здесь разрешено находиться только персоналу участка. Простите, еще одну секундочку. Я слышу ее. Теперь совсем отчетливо. Маритани, я знаю правду. Я знаю, что ты лишь случайный свидетель. Моритани! Моритани! Ты нас слышишь, Моритани? Твои друзья, да? Вот это они дают. Весьма безрассудные ребята. Вас самих могли арестовать. Просто, когда я услышала, что Маритани арестовали, рассудок помутился, и я... Я тоже хотел ее поддержать, и... Я, конечно, понимаю, что вы переживаете, но не стоит перегибать палку, как эти кадры. Мори! Отпустите мою дочь, мусора поганые! Мори! Не оставим беспредел безнаказанным! Мори! Госпожа, мы обязательно вытащим вас! Мори! Хотите к ним? И позволь уточнить, Маритани арестовали как подозреваемую в этих нападениях, так? Да, полиция и репортеры с утра думали именно об этом. Но это не так. Ведь в тот день я прошла мимо настоящего преступника. Я знаю, сказала я. Но даже если рассказать полиции, нас... Молодцы. Простите.
Что такое, Мурото? Смотрите, там. Это же тот детектив. Маритане! Вивятки в авто! Всех авто! Ну, простите, так получилось, что я с прошлого вечера ничего не ела. Боже, но я рада, что с тобой все хорошо. Не стоило переживать. Ну, конечно. А когда вы ее звали, она ревела, как младенец. Эй, прекратите! Может и поздно спрашивать, но ничего, что вы нас сюда впустили? Ну, вас же никто не видел, да? Да и пока вы тут, мне будет проще поговорить с Маритане. Ну, похоже, она все продумала. Ну и, Маритане, как так вышло, что тебя арестовали? Ну, помните тот слух, что Котоура знала, кто настоящий преступник? Этот слух пустила моя подруга. Я пыталась сказать ей, чтобы она прекратила, но все было бесполезно. Тогда я решила проверить все места, куда она могла пойти. Получается, тебя арестовали после того, как ты нашла свою подругу раненой, так? Да. Но разве это нормально арестовывать людей только за то, что они были на месте преступления? На тот момент у нас не было выбора. Ведь преступник был крайне жесток и говорил всем своим жертвам что-то вроде «я тебя убью». Боже, вот ведь падаонака. Опять. Все из-за того, что Маритане пыталась остановить этот слух. Котоура. Маритане ни в чем не виновата. Ведь я знаю, кто настоящий преступник. Что? Похоже, у вас тут очень интересные посиделки. Говоришь, что что-то знаешь про преступника? Ну-ка, поведай-ка нам. Хорошо. Ты уверена, Котоура? Да, все хорошо. На самом деле, я... Нацукина, отправь детишек домой. Это не ложь. Я правда могу читать мысли. Ты уж прости, но у меня нет времени на детские игрушки. Коней придержите, дядя. Как думаете, каково Котоуре признаваться вам во всем этом? Манаба. Это правда. Вы вполне можете проверить ее слова и сами, мистер детектив. Мысли, значит, читаешь? Ну, я так и поверил. Что ж, приступай. Да. Так, последнее время вам не сладко из-за того, что вам урезали финансы. У вас проблемы с геморроем, и вам трудно ходить по-большому, а ваша жена отказывается стирать ваши запачканные трусы. А еще, придя домой поздно ночью, вы нашли на столе заполненные документы на развод. Прекрати. Умоляю, хватит. Сдаюсь. Только, пожалуйста, хватит. Теперь вы отпустите Маритане? Простите, но это уже другая история. Почему? Потому что общество может не так понять. И сверхсила не является доказательством, так? Именно так. Да и еще, у нас полиция есть гордость, как-никак. Мы не можем полагаться на такие вещи, как всякие там сверхсилы. Честь полиции? И вы ли использовали мою мать и дали ей умереть? Президент. О ком таком ты... А я-то думал, кого ты мне напоминаешь? Неужели ты... Мифуна Чизуру, моя мать. Ясно. Дочь ясновидящей. Идем отсюда, ребята. Что, но ведь... Котоура? Верно. Пора нам и честь знать. Ясновидящая Мифуна Чизуру. Она известна всей полиции. Помогала нам во многих расследованиях. Неофициально, разумеется. Вот почему, когда ее объявили мошенницей, у нас не было выбора, кроме как сделать вид, что мы не при делах.
И, разумеется, я не верю во всякую хрень вроде каких-то там сверхсил. Интересно. И почему же тогда те ребята дружат с ней? Кстати, кое-кто тут накосячил. Что? Ну, я уже получила ее показания. Прошу, пощадите. Я ничего не смогла. Маритане арестовали за меня, а я даже не... Не глупи. Ничего плохого ты не сделала. Ну, очевидно как день, что она не виновата. Ее освобождение — лишь вопрос времени. Слушайте, а может мы сами найдем преступника? Похоже, на полицию надеяться не стоит. От одной мысли, что Маритане сейчас там, на душе противно. Юрико, ты же... Это ведь такой шанс. Твоей силой вызволить Маритане. Моей силой помочь ей? Я согласна. Мне немного страшно, но если моя сила поможет ей... Не бойся, Котоура. Мы, клуб изучения Эспера, поможем тебе всем, чем сможем. Президент! А я против. Манабе? Ловить опасного преступника, используя ее силу. Я против этого. А где Манабе? Неужели вы с тех самых пор даже не разговаривали? Да, и словечком не обмолвились. Похоже, что если этот идиот что-то решил, его уже не переубедишь, даже если это ты, Котоура. Котоуре ни к чему искать преступника. Но ведь из-за меня Маритане сейчас... Да сколько можно? Это не твоя вина, и Маритане знает это. Да и вообще, ты отрубишься, лишь увидев его мысли. И что тогда будешь делать? Я не... Я же обещал, что такого больше не повторится. Не хочу, чтобы прошлое вновь тебя настигло. Манабе. Даже так. Я понимаю, что не смогу сидеть сложа руки. Опять ты за свое. Почему ты всегда все взваливаешь на себя? Ты ничуть не изменилась с тех пор, как сбежала от нас. Что плохого в том, что я хочу помочь кому-то? А тем более, если это спасет моего дорогого друга. Это же просто глупость. Делать что-то, зная, что это опасно. Это не глупость. Все, довольно. Ты не хочешь понять, что бы я ни говорила? Ненавижу тебя. Чё? Вот оно когда. Ну и делай, что хочешь. И буду, что пожелаю. А Манабе может дуться сколько угодно. Ты ведь сама его оттолкнула. И ты так думаешь? Раз его тут нет, ничего не поделаешь. Мы сами найдем его. Маньяка, что орудует в нашем городе. Прости, а что это за пометки? Места его нападений и то место, где вы с ним пересеклись. Исходя из этого ясно, что преступник явно местный. То место, где Котоура пересеклась с ним, самое оживленное в городе. Возможно, там преступник ищет своих жертв. Если это так, то в старшеклассницах там нехватки нет. Скорее всего, все именно так. Скорее всего, он следует за ними в менее оживленные места и там нападает. Слушай, Котоура. Да, я вовсе не думала о Манабе или как-то так. Можешь идти домой. Нет, я в порядке. Если на чистоту, тебе пока попросту нечего делать. Так что пока есть время, лучше отдохни. Хорошо. Ну, тогда я пойду. Прямо как в старые добрые времена. Угу. Когда были только ты и я. А после появилась настоящая Эспер Котоура. А за ней пришли Манабе и Маритане. Было весело. Хорошо было бы продолжать так вечно. Но это невозможно. Как ни крути, я ведь... Почему в этот раз не получаешь? А разве я не предупреждал тебя?
Обычно я от всего стараюсь держаться в стороне. Но если что-то случится, всегда приду на помощь. Так что не переживай. Скорее всего, он следует за ними в менее оживленные места и там нападает. Нужно быстрее идти домой. Эй, расслабься, это я, Цукина. Ну, простите, что закричала. Что-то, это ведь я подкралась сзади. Так получилось, что я встретила тебя по ходу расследования. Простите, а как дела у Маритани? А с ней все хорошо, если честно. Даже слишком хорошо. Пожалуйста, передайте Маритане, мы найдем настоящего преступника и докажем, что она невиновна. Почему это ты? Госпожа Цукина, вы ведь видели мою силу, да? Я могу услышать мысли преступника. Постой, постой. Детишкам лучше не совать свой нос в такие дела. Но я уже все решила. Зачем? Хочешь всем доказать свою силу? Я всегда была одна из-за моей силы. Но люди, которых я встретила в этом городе, помогли мне измениться. Благодаря им я больше не одна. Вот почему теперь моя очередь помочь одному из них. Прости, что-то я ничего не поняла. Что? Просто у меня нет друзей. Так просто сказала это? Но они ведь хорошие друзья, да? Да, даже больше, чем заслуживаю. Наверное, они ведь не боятся твоей сверхсилы. Дружба — это восхитительно. Она неплохой человек, просто слишком честная. Одиноко ли ей, не имея друзей? Ладно, оставь это дело полиции, хорошо? Маритани! Маритани! Ури! Я так переживал за вас, госпожа, вы в порядке? Ты там жива, Кутура? Ну, простите, что заставила поволноваться. Тебя освободили, потому что произошло еще одно нападение, так? Кажется, что так. Правда, хорошего мало. Что еще кого-то отправили в больницу? Радоваться тому, что ты на свободе, нормально. А мы ничем не смогли тебе помочь. О чем это ты? Мы хотели сами найти преступника, чтобы вызволить тебя. Как безрассудно. Простите, а может мы продолжим искать преступника? Ты уверена? Спасибо. Кстати, я тут спросить хотела. А где Манабе? Ну, Манабе сейчас... Простите, я в туалет. Из-за меня Манабе и Катура. У этих двоих все наладится. Так что, Маританю, даже не думай, что у тебя появился шанс. Что? Да знаю я. С тех пор Котоура ничего не видела, да? И нападения тоже прекратились. Возможно, преступник покинул город. Госпожа Цукино. Алло, это Котоура? Добрый день. Как у вас дела? Ну, у нас все по-старому. Что? Я вообще-то про Маритане. А вы что, правда ищете преступника? Ну, я же говорила, не делайте таких опасных вещей. И вообще, раз Маритане освободили, разве у вас осталась причина искать преступника?
осталось. Пожалуйста, не нужно искать этого преступника. И тем более держитесь подальше от второй улицы. К нам поступила информация, что преступник все еще в городе. Пообещай мне. Хорошо? Постойте, госпожа Цукино. Что сказала детектив? Она знает про то, что мы ищем преступника. А еще, что на второй улице опасно и стоит держаться оттуда подальше. Это наш шанс. Президент! Остановитесь! Это слишком опасно. Если вы будете наживкой, то... Это мой шанс. Заткнуть рты тем, кто насмехался над силой моей матери. Друзья, вы ведь поможете мне, да? Уже поздно, а тут не протолкнуться. Ну, это сердце города как-никак. Котоура! Котоура. Кажись, эту сучку зовут Мифуне. Шикарно, то, что надо. Почему? Откуда преступник знает фамилию президента? Это значит, она подойдет? Успокойся, Котоура. То, что ты сказала, это правда? Мурото-сэмпай! Президент! Почему? Зачем? Котоура. Мурото-сэмпай! Преступник. Ты знаешь, где он? Да. Еще чуть-чуть, мама. Котоура с ее силой поможет мне. С ее помощью. Я докажу всем, что твоя сила была настоящей. Подожди еще немного, мама. Мама! Юрико! Перевод Фубу. Тик считали Куба 77 и Трина Дубовицкая. Работа со звуком Банда Кап. Релиз подготовлен в рамках проекта nidap.com, где все делается с душой. Котоура, я так больше не могу. Мы же пару дней не виделись. Что с тобой? Нет. Фантазировать не о чем. Манаба, неужели у тебя началась ороломка? Ура, следующая серия без изврата.